А я, кстати, не считал, сколько сегодня машин. Но больше сотки точно, потому что изначально было в районе 120 или 130 в группе. Ну я не мог отказать людям. Ну, блин, ну это такие классные тачки. Количество людей мне очень нравится. Количество машин и их качество мне очень нравится. Примерно в районе 15-20, наверное, разных регионов значилось. Но вот разрастается движение, это очень радует. Мы охватываем все больше городов. Мне пишут люди из Новосибирска, вообще с Дальнего Востока, с севера, отовсюду. Есть подписчики из Турции, есть подписчики из стран Европы. Это очень классно. Среди участников, я тебе могу сказать точную цифру, это 35% девушки, соответственно, 65% мальчики. Практически, наверное, не все автомобили, но очень много вот таких компашек, где вот именно так собрано. Парень с девчонкой, они там плюс-минус на одинаковом сегменте автомобилей. В этом году меня не поддержал ни один центральный формат вещания, ни одна СМИ-компания. Вот все вот это, вот что ты видишь, ни один СМИшник не рекламировал. Не было вообще ничего. Вся реклама шла через интернет. Несколько партнеров, которые поддержали меня и дали возможность этому мероприятию жить. Хочется сделать двухдневный, но это чуть-чуть позже, это в 2021 году мы наверняка сделаем. А еще хочется в 2021 году сделать большую поездку вот такой вот классной компашкой куда-нибудь на юг, через несколько городов, в каждом городе сделать мероприятие. Вот, я об этом мечтаю уже который год, но в 2021 году нацелен все-таки это реализовать. Суперские, на фестиваль приехал, пригласили друзья. Машина Nissan 350Z, или еще ее называют Fairlady, 2-го года выпуска. Из стокового осталась только крыша, все остальное доработано. Начиная от подвески, заканчивая салоном. Именно этот конфиг где-то 2 года, вообще она строится уже 7 лет почти. Каждый год она выезжает в новом конфиге. Эту машину строил, в принципе, почти в одиночестве. Больше, обвеса такого в мире больше нет, я его сделал сам. Все, что, грубо говоря, нельзя сделать в гараже, все делалось с друзьями. Все, что можно сделать в гараже, делалось этими руками. Я привела с собой команду косплееров, и эти ребята не только любят переодеваться в интересные костюмы своих любимых героев, но они еще очень любят машины. Соответственно, мы нашли друг друга. Красивые машины нашли красивых косплееров. Мы пришли сюда, мы фотографируемся, мы общаемся с ребятами, мы общаемся с посетителями и развлекаем публику. Я хорошо отношусь к мотоциклам и отлично отношусь к серфу. То есть отлично ко всему, что двигается, что позволяет человеку выражать себя. А мне позволяет выражать себя моя машина, потому что я очень люблю. Желаю организаторам побольше организации. Они поймут. А так все отлично, нам очень нравится. Энтузиаст, решил попробовать себя в автомобильном тюнинге. Это мой первый проект, который я строю уже несколько лет. Мы видим Nissan Juke 2011 года. У него повышенная мощность до 270 лошадиных сил.
Полный привод, пневмоподвеска Stage 2, полностью переделан. И самое интересное, это полностью мой личный проект. Это фары, разработанные, запроектированные мной и моей командой, которые уникальны во всем мире. Да, все, что касается фар, они полностью сделаны в России, за исключением оптических модулей. Светодиодные модули делаются в Китае на фабрике, которая на этом специализируется. 3D-сканирование, печать на 3D-принтере, все российское производство. Это доступно, главное желание, конечно, нужно очень много времени, очень много денег и не бояться. Глаза боятся, руки делают. Мероприятие отличное, я очень рад, что попал. В этом году фактически это одно из первых мероприятий, на котором мы участвуем с проектом. Огромный масштаб, куча эмоций, организаторы молодцы, большие. И спасибо, что зрители проголосовали за участие в данном автомобиле. Я познакомилась с владельцем машины. И когда узнала, что его отобрали сюда, на эту выставку, решила предложить такой образ. Подумала, это будет очень необычно и оригинально. Я давно хотела попробовать этот образ для себя, но подумала совместить оригинально вообще вот так будет в такой атмосфере. Именно здесь полностью образ. Мне кажется, удалось. Мероприятие замечательное, организаторы молодцы, все устроили прям как надо, культурно, красиво, много интересных проектов, есть на что посмотреть, есть чему уделить внимание, люди все позитивные, добрые, в общем, отлично проводим время. А машина Mercedes 116 кузов собрана моими руками от А до Я, 3 года плодотворной работы. Собственно, результат перед вами. Так что будем рассчитывать на мнение судей. Да тут сама машина большая проблема. На нее что-либо достать очень сложно. И, хочется, чтобы она выглядела хорошо, поэтому приходится стараться, трудиться. Наверное, это отчасти немного прикосновение к истории автомобилестроения в целом. И модель достаточно легендарная, поэтому хотелось оживить именно культовый автомобиль. Слушай, очень круто, достаточно неожиданно с нашей последней обстановкой в стране, но действительно это прям масштабно, скажем прямо. Toyota MR2, 91 год, их осталось очень мало действительно в России. Я взял ее в очень плачевном состоянии, 2 года восстанавливал, и для меня сейчас круто, что она здесь и уже в топе. Есть действительно достойные проекты, когда люди берут и просто в гараже закрываются на несколько лет и действительно что-то стоящее преподносят в массы. Даже пусть это будет смещение нескольких стилей, это получается круто в целом.